«Поцелуй меня взад». Так Моцарт назвал свое музыкальное произведение. Он писал кузине письма с шутками о туалетных процессах, начал сочинять музыку в 5 лет. Был азартным игроком, много зарабатывал, но тратил еще больше. У него не было детства. Он создал свыше 800 произведений, стал музыкантом-фрилансером, давал концерты по подписке и умер всего в 35 лет, 30 из которых сочинял музыку, был похоронен в общей могиле. И никто не знает, где она находится. Как бедный мальчик изменил положение музыкантов и вошел в историю. Правда, что он предвидел свою смерть и начал писать легендарный реквием на свои же похороны. Какую роль в его смерти на самом деле сыграл Сальери? Это история не просто великого композитора, это история феномена, который ослепил Европу и остался в вечности. История Вольфганга Амадея Моцарта. Вы когда-нибудь слышали эту мелодию? А эту? Может, и эту знаете? Конечно же, вы слышали эту. Все это написал Моцарт. Он стал известным еще при жизни, потому что даже в эпохе, которая обожала классическую музыку, он выделялся своим талантом. Я Алина Сопова. Подписывайтесь на наш канал. Почему-то 70% смотрят без подписки. Ребята, это не по-пацански. Спорим, вы не знали, что в семье Моцартов было сразу 2 гения – он и его сестра. У их родителей родилось 7 детей, но выжили только 2. Старшая дочь Анна-Мария, которую в семье звали Наннерль, и младший, тот самый Вольфганг Амадей Моцарт. Он появился на свет в Зальцбурге в середине XVIII века, и их отец Леопольд сделал все, чтобы о детях узнал мир. Кстати, с отцом семейству, можно сказать, повезло. Он был музыкантом, работал придворным скрипачом и даже написал собственный учебник по игре на скрипке, который разошелся по всей Европе. Мать Анна-Мария была простой женщиной. В их доме музыка звучала постоянно. Леопольд устраивал домашние концерты, играл с друзьями, принимал учеников. И Вольфганг, которому было всего 3 года, вместо того, чтобы бегать по дому, как сумасшедший, сбивая стены, сидел рядом и слушал, не отрываясь. Потом начал нажимать на клавиши. И не просто вот так бить наугад, а внимательно слушая, какие звуки издает каждая. Отец был в шоке, он понял, что у него очень необычный ребенок, и папа начал развивать его талант. Уже в 6 лет Вольфганг начал работать. Отец взял его и 11-летнюю сестру в первый тур в Мюнхен. Они играли перед баварским Курфюрстом. Но это было только начало. Следующие 3,5 года – непрерывные гастроли. Вена, Париж, Лондон, Гаага. Семья была в пути с июня 1763 по ноябрь 1766. Ребенок не был дома больше 3 лет. Да, Леопольд был не просто отцом, он был продюсером XVIII века. Он продвигал своих детей, организовывал концерты, договаривался с королевскими дворами. Вольфганг и Мария были его главными активами. Но была одна деталь, о которой редко говорят. Вольфганга заставляли не просто играть, его заставляли выступать как цирковую обезьянку. Например, играть завязанными глазами, играть одним пальцем или играть на клавишах, накрытых тканью. Это был не концерт, это было целое шоу. Трюки для развлечения аристократов, которым нужно было что-то необычное между обедом и картами. Ребенок как диковинка, как экзотическое животное. Это, если честно, смахивает на эксплуатацию детского труда. А вы, кстати, как к детскому труду относитесь? Пусть работают с малых лет или нет? Пушиночка моя, на работу только после 30, когда закончишь универ. Напишите в комментариях. Как бы то ни было, мальчика считали чудом. Но вся эта жизнь из дворца во дворец имела свою цену. Вольфганг болел постоянно. Лихорадкой сыпь в Вене, тиф в Голландии, который чуть не убил сначала сестру, потом его самого. Он превратился в скелет, обтянутый кожей. Путешествия в грязных каретах, антисанитария, постоянная смена городов. У него не было детства, никаких разбитых коленей, сломанных носов, не было друзей-сверстников. Только взрослые, дворцы и бесконечные выступления. А его сестра?
Она тоже была вундеркиндом. Пресса писала об ее удивительном мастерстве на клавесине. Но в 18 лет отец прекратил ее карьеру резко, окончательно. Потому что взрослая женщина, музыкант в 18 веке, нет, это неприлично. Девушка должна была выйти замуж, а не гастролировать. Так, один гений освободил дорогу для второго. Посмотрите на портрет. Такой серьезный и почтенный, да? А вот он, настоящий Моцарт, о котором не рассказывают в школе. В 1782 году он написал музыкальное произведение «Канон для 6 голосов». В переводе с немецкого называется «Поцелуй меня взад», даже точнее «Лизни». Это распространенное ругательство в Германии, называется «швабское приветствие». Это не метафора, это буквальное название произведения. После смерти Моцарта его вдова Констанца отправила ноты издателю, и тот, ужаснувшись, поменял название на более приличное «Давайте радоваться». Это он ловко придумал. Но это был не единственный случай. Моцарт вообще обожал туалетный юмор. Он писал письма своей кузине. Около 10 сохранилось, и в большинстве из них подробные, изобретательные, иногда рифмованные описания туалетных процессов, связанных с пищеварением. В мельчайших деталях, по-немецки, с выдумкой. Я не хочу это цитировать. Мы с вами, с теми, кто подписан на наш канал, близки, конечно, но не настолько. Нет, и не уговаривайте. Ну ладно, давайте я выложу самую жуть к себе в Телеграм. Ссылка будет в описании. Так в чем же причина выбора таких тем для шуток? Вообще, туалетный юмор – часть немецкой национальной культуры. Он служил противовесом высокой культуре аристократов. И, кстати, это не отличительная черта именно Вольфганга. Подобный язык встречался во всей семейной переписке Моцартов. Это просто часть тогдашнего низового фольклора. В одном из писем он коверкал фамилии знати. На русском, это моя самая любимая, звучало бы как-то так. Герцогиня Толстожопель, графиня Абассунья, княгиня Говновонь. Да, знаете, я подозревала, что однажды в сценарии, в выпуске мне придется сказать что-то вроде «зад», «фекалии», но я не подозревала, что это будут такие изобретательные выражения, и тем более, что это случится в выпуске про самого Моцарта. Извините, если что. Это вообще показывает нам, что он был необычным, но простым парнем. И однажды его мир перевернулся с ног на голову. 1778 год. Он поехал в Париж искать работу. Отец не мог, и с ним поехала мама. 22-летний Моцарт обивал пороги, но никто не предлагал достойной должности. Деньги заканчивались. А потом случилось страшное. Мать заболела. Головные боли, бред, диарея, потеря слуха. Он хотел вызвать врача, но она не доверяла французским медикам. Он бегал, искал немецкого доктора. Ей становилось хуже. Пришел врач, дал лекарство, не помогало. Она мучилась несколько недель и потом умерла. Ей было 57 лет. Он написал отцу письмо, полное отчаяния и чувства вины. И еще Моцарт там же писал о последних днях ее жизни. Никакой врач на свете не смог бы ее спасти. Болезнь уже была неизлечимой. Он вернулся домой в Зальцбург, сломленный, с пустыми карманами, с грузом вины, который будет нести всю жизнь. Но тут отец помог ему и пристроил на должность. Моцарт снова стал придворным музыкантом при архиепископе Иерониме Колоредо. Жалование 450 флоринов в год. Очень неплохо. Раньше он получал 150. Так что прям отлично. Стабильность, крыша над головой. Но какой ценой? Архиепископ относился к музыкантам как к слугам. Моцарт должен был есть с прислугой. Он не мог уехать без разрешения. Он не мог давать концерты, где хотел. Это не была уникальная ситуация. Тогда композиторы были обслуживающим персоналом. Но Моцарт был одним из первых, кто начал с этим бороться. Вот история. Архиепископ притащил Моцарта в Вену, столицу музыки. Такой шанс показать себя для композитора. Моцарт хотел играть на благотворительных концертах и перед двором. Но архиепископ запретил. Он сказал, что Моцарт будет обслуживать только его. Прикиньте, вы талантливый музыкант, играете в Рыбинском оркестре у Рафика, вас начальник берет на выступление в Кремль, и это же потенциально ваш шанс. Но начальник запрещает вам играть перед другими людьми ни в Кремле, ни на корпоративах, ни даже в ресторанах.
И тогда 25-летний Вольфганг сделал немыслимое для того времени. Он написал заявление об увольнении. В XVIII веке он выглядел как псих. Это было социальное самоубийство. Музыкант без покровителей. Никто. Не знали они еще про профсоюзы. Леопольд умолял сына вернуться, извиниться, смириться. Но Вольфганг отказался. И тогда управляющий архиепископа граф Карл Арко в буквальном смысле выгнал композитора. Вот письмо Моцарта отцу. Граф выбросил меня из комнаты и дал мне пинок под зад. Так вот, наш парень больше не слуга, а свободный художник с пустыми карманами. Молодец! Ну что делать, будем, храбрец. Выход нашелся. Гнать в Вену. Нет, я сейчас не про героин. Он переехал в Вену и там влюбился. В 1782 году Моцарт женился на Констанце Вебер. Против воли отца, который считал этот брак катастрофой. Констанца была из бедной музыкальной семьи. Никакого приданного, никаких связей. С точки зрения Леопольда – провал. К тому же стабильной работы у Моцарта не было. Можно назвать его фрилансером. Он зарабатывал концертами, уроками, заказами от случая к случаю. Итак, он свободен, он женат. Парадокс, согласна. Но музыку он пишет, какую хочет. Мечта, правда? А теперь угадайте, сколько лет ему осталось жить после этого триумфа свободы? 10 лет. Всего 10. И эти 10 лет будут адом. Но сначала давайте на минуту остановимся и поймем, в чем была его гениальность. Что такого он делал, чего не делали другие? За что он боролся? Вот удивительный случай из подросткового прошлого. Рим. Моцарту 14 лет. Вместе с отцом он посетил Сикстинскую капеллу в Страстную среду. Там исполняли «Мизерере» Григорио Аллегри, девятиголосое произведение, созданное для папы Урбана VIII. Эта музыка была секретом Ватикана. Ее можно было услышать только дважды в год – Страстную среду и Страстную пятницу, и только в Сикстинской капелле. Папа Римский запретил копировать произведения под страхом отлучения от церкви. Было всего 3 официальных копии. 14-летний Моцарт послушал «Мизерере» 1 раз, вернулся домой и записал все произведение по памяти. 9 голосов, около 15 минут музыки. Ладно, некоторые сомневаются, что прям все 15 минут он смог бы запомнить, но все равно это капец. В Страстную пятницу они вернулись в капеллу, и Вольфганг внес небольшие исправления в свою запись. Отец Леопольд отправил жене письмо. Ты, конечно, помнишь о знаменитом «Мизерере» в Риме, который так ценится, что исполнителям запрещено под страхом отлучения выносить партитуру и даже показывать кому-то. Кстати, она теперь у нас на кухне. Вольфганг записал. До папы Климента XIV дошли слухи об этом. Как думаете, что он сделал? Наорал? Отлучил от церкви? Сжег пианино? Нет. Наградил Моцарта рыцарским орденом Золотой Шпоры. Папская награда за служение католической церкви. Ох, записать произведение по памяти. Звучит как суперсила. Так вот, представляете? Он слышал каждую фальшивую ноту, каждый диссонанс. Моцарт буквально страдал от плохой музыки. Но это еще не все. Был еще один аспект его таланта, который звучит практически мистически. Вот слова из письма, которые приписывают Моцарту. «Когда я нахожусь в хорошем расположении духа, мысли приходят потоками. Как и откуда, я не знаю. Я слышу произведение не последовательно, а сразу, в целом, как будто оно уже готово». Но исследователи спорят о подлинности этого письма. Возможно, его написали уже после смерти Моцарта, чтобы, создать романтический образ гения, который творит без усилий. Правда, скорее всего, была сложнее. Моцарт действительно мог держать в голове огромные музыкальные структуры и быстро их записывать, но это не значит, что он творил без усилий. Наоборот, он упорно трудился, сохранились его черновики с исправлениями, вычеркиваниями. Он постоянно переделывал и экспериментировал. Гениальность тогда и сейчас – это не магия, это сочетание невероятного таланта и упорного труда. А еще вот у меня к вам есть вопросец. Как вы считаете, для каких инструментов писал Моцарт? Фортепиано, окей. Допустим, еще струнные, может, флейта, раз он такой у нас вундеркинд. А он писал для всех. Попытайтесь представить величину того, что я сейчас перечислю. Моцартом создано
41 симфония для полного оркестра, а скорее всего 50. 27 концертов для фортепиано, жанр, который он фактически создал заново. 5 концертов для скрипки, концерты для кларнета, флейты, валторны, камерная музыка, струнные квартеты, квинтеты, трио, сонаты для фортепиано, 22 оперы от комических до слезных, конечно, церковная музыка, мессы, реквием и так далее. Кстати, о реквиеме. Его последнее произведение «Месса для мертвых». Он писал ее, умирая, и не успел закончить. Но вот что странно, реквием заказал таинственный незнакомец в черном. Моцарт не был уверен, что он вообще реален, и думал, что пишет реквием для самого себя. Совпадение? Паранойя умирающего человека или что-то еще? Мы вернемся к этому позже. А пока, что нового он сделал? Во-первых, он писал для фортепиано так, как никто до него. Фортепиано тогда было относительно новым инструментом, который появился в начале XVIII века. Моцарт раскрыл его возможности на все 100. Во-вторых, его оперы «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта». Он объединил музыку и драму так, что персонажи стали живыми. Каждый герой получил свою музыкальную характеристику. В финале первого акта Дон Жуана Моцарт сводит 3 танца – минуэт, контрданс и немецкий. В одно одновременное звучание 3 ансамблей. Финалы «Свадьбы Фигаро» и «Дон Жуана» – вершины музыкальной драматургии. В XVIII веке это было революционно. Но Моцарт писал не только серьезную музыку. Возьмем маленькую ночную серенаду, одно из самых узнаваемых произведений в истории. Легкая, изящная мелодия, которую сегодня знают даже те, кто никогда не слушал классику. Или ария Папагена из «Волшебной флейты». Веселая песенка охотника за птицами, который мечтает найти жену. Простая, запоминающаяся, полная юмора. Итак, он был революционером в профессии. До Моцарта музыка была либо развлечением для аристократов, либо служила церкви. Моцарт сделал музыку искусством. Он писал не просто красивые мелодии, он создавал эмоциональные миры. Его современники Гайдн, Сальери, тот самый, о нем чуть попозже, писали прекрасную музыку. Но Моцарт шел дальше, он балансировал на грани между простотой и сложностью, между весельем и трагедией, между правилами и свободой. И знаете, что самое жестокое? Весь этот талант, вся эта работа не спасли его от нищеты. Но пока 1780-е. Моцарт на пике славы в Вене. Представляете, он давал концерты по подписке. Богатые венцы платили вперед, чтобы посетить серию его выступлений. Он брал учеников из аристократических семей, получал заказы на оперы. В лучшие годы, в начале десятилетия, он зарабатывал очень прилично, но тратил еще больше. За 10 лет в Вене 11 переездов. Роскошные квартиры в центре города. Да, вы как хотели, надо соответствовать статусу. Дорогая одежда, нужно было выглядеть как аристократ, чтобы свет тебя уважал. Слуги. И вот вам загадка. В 1785 году он заработал около 10 тысяч флоринов. Это огромные деньги. Успешные, квалифицированные ремесленники, типа столяры, краснодеревщики, плотники, каменщики, зарабатывали 450 флоринов в год. А Моцарт 10 тысяч. Но куда девались все эти деньги? Историки спорят до сих пор. Азартные игры, долги, скорее всего, все вместе. Моцарт играл в карты и на бильярде на деньги. Плохое управление финансами. Он постоянно снимал дорогие квартиры, купил превосходное фортепиано за 1000 флоринов и даже на секундочку бильярд. Его сын учился в дорогой школе, у него была прислуга и так далее. В общем, он не считал расходы, но потом все рухнуло. И причин было несколько. Во-первых, вкусы венской публики изменились. Моцарта начали считать композитором сложной, интеллектуальной музыки. Его оперы требовали от слушателей внимания. Аристократам хотелось чего-то попроще, полегче. Во-вторых, война. В феврале 1788 года император Иосиф II втянул Австрию в войну с Османской империей. Налоги выросли, цены на хлеб взлетели. Многие аристократические семьи боялись, что мужчин призовут в армию и уехали из столицы. Культурная жизнь Вены умерла. Доход Моцарта упал на 66% по сравнению с лучшими годами начала десятилетия. 66%! Это катастрофа. Сохранились его письма другу, просьба, да нет, даже мольбы о займах.
Цитирую: «Если вы, дрожайший друг, не поможете мне, я и моя бедная больная жена, и мой ребенок окажемся в величайшей нужде». К 32 годам самый знаменитый композитор Европы стал банкротом. Но деньги были не единственной проблемой. Еще в 87-м Моцарт заболел. Временами боль была настолько сильной, что он не мог работать по несколько недель. Его лечил друг детства, доктор Зигмунд Березани. 28 мая того же года в Зальцбурге умер отец Леопольд. Ему было 67 лет. Моцарт не успел попрощаться. И вот что жутко, мать умерла за 10 лет до этого. 4 из 6 детей Моцарта умерли в младенчестве. Теперь отец, друг, врач Березани, скончался спустя 3 месяца после него. Смерть окружала его со всех сторон, как удушающий круг, который медленно сжимался. И в центре этого круга он, больной, нищий и одинокий. 1791. Последний год его жизни. Весной он был совсем плох. Головные боли, слабость, приступы рвоты. Но приходилось работать. Деньги нужны были постоянно. Летом немного лучше. Он написал волшебную флейту, свою последнюю завершенную оперу. И вдруг таинственный заказ от того самого незнакомца в черном. Моцарт был уже болен, истощен, находился на грани. Незнакомец заказал реквием, мессу для покойника. Он не назвал своего имени. По словам жены Моцарта, муж был уверен, что это посланник смерти. Он якобы говорил ей: «Я пишу реквием для себя. Это будет моя похоронная песнь». Представьте, он пишет это и одновременно это. Эта часть называется «Лакримоза», слезная в переводе. Поется: «Полон слез будет тот день, когда грешники решат восстать из праха». А потом как будто души молят о прощении. И вот здесь он закончил. Но только это не последнее, что он написал. Он начал писать другие части реквиема, просто именно лакримозу оставил на потом, но закончить уже не успел. Высокая температура, отеки рук и ног, он почти не мог двигаться, но даже лежа в постели он пытался работать над реквиемом. К нему пришли друзья, они пели реквием у его постели. Когда дошли до лакримозы, великий композитор, которому было всего лишь 35, заплакал. 5 декабря в час ночи Вольфганг Амадей Моцарт умер. Но самое горькое случилось после. Денег на достойные похороны не было. Представляете? Мы изучаем его в школе, и как бы стыдно его не знать, а тогда у вдовы не было денег на похороны. Но помог друг и покровитель Моцарта Готфрид ван Свитен. Он все организовал. 8 декабря тело Моцарта похоронили в общей могиле на кладбище Святого Марка. Общая могила – это яма, куда складывали тела не аристократов. Вот обычных горожан. Без надгробия, без креста, без имени. На похоронах было, как думаете, сколько? 1000 человек? 850? 5. 5 человек. Через 10 лет это место перекопали для новых захоронений. Сегодня никто не знает, где находятся останки Моцарта. Величайший композитор в истории исчез без следа. Но подождите, лакримозу все же надо было дописать, хотя бы ради того, чтобы получить оплату от незнакомца и прокормить детей. По просьбе жены ее дописали ученики. Главную, завершенную версию оформил Зюсмайер. Жена скрыла от заказчика смерть мужа, прислала рукопись с подписью и датой. И получила деньги. А сейчас, конечно, эксперты спорят, насколько удачно ученики закончили произведение, и уже есть минимум 20 более поздних альтернативных продолжений. Но кто этот загадочный человек в черном? Правда оказалась банальнее. Незнакомец был вполне реален. Это слуга графа Франца фон Вальдек-Штупаха. Граф хотел выдать реквием за свое сочинение, чтобы почтить память умершей жены. Он все время выдавал чужие произведения за свои для домашнего понта, хоть и честно их оплачивал. Но Моцарт этого не знал. Для него незнакомец в черном был предвестником смерти.
А теперь многие считают, что заказанный реквием – лучшее произведение мастера. А что же Сальери? После смерти Моцарта по Вене поползли слухи. Говорили, что Моцарта отравили, что это заговор, что виноват Сальери, придворный композитор, завистник, соперник. Через 32 года после смерти Моцарта 73-летний Сальери попал в госпиталь. Распространились слухи, что в бреду он якобы признавался: «Я убил Моцарта». Ученики и врачи клялись, что это бред, он такого не говорил. А кто же укоренил и сделал этот миф бессмертным? Пушкин, что ли? Да, на этот раз реально он, наш Александр Сергеевич, напрямую в этом замешан. Почти через 39 лет Пушкин написал пьесу «Моцарт и Сальери». Правда, как хорошо звучат рядом два этих имени. Затем Римский-Корсаков сочинил оперу, потом Милош Форман снял фильм «Амадей», который получил 8 Оскаров. И весь мир поверил: Сальери убил Моцарта из зависти. Но это неправда. Антонио Сальери не был злодеем. Он не убивал Моцарта. Он не завидовал ему до безумия. Более того, они были в хороших отношениях. Сохранились письма Моцарта, где он с уважением отзывался о Сальери. Они посещали премьеры опер друг друга. Сальери был одним из тех 5, кто пришел на похороны. Хорошо, с этим разобрались. Сальери нам не враг. Так от чего же умер Моцарт? Врачи поставили диагноз – острая миллиардная лихорадка. Но это не диагноз в современном смысле. Это симптом. Врачи XVIII века не понимали инфекционных болезней так, как сегодня. Высокая температура с сыпью. Современные исследователи считают, что это либо стрептококковая инфекция, либо комбинация нескольких болезней на фоне истощения организма. Скорее всего, в это время была вспышка. Некоторые молодые мужчины умирали с теми же симптомами, что и Моцарт. А что стало с вдовой? Констанца Моцарт, которую все считали легкомысленной и недостойной гения, оказалась сильнее, чем кто-либо думал. Она взяла себя в руки, собрала все рукописи мужа, организовала концерты его памяти, издавала ноты, боролась за авторские права. Она превратила Моцарта в легенду. Констанца прожила еще 50 лет после смерти мужа. Вышла замуж 2-й раз за дипломата, а умерла в 80 лет в достатке и уважении, благодаря его музыке. А что же насчет Моцарта? Он хотел всего лишь свободы творчества и прокормить семью. Он умер, не получив ни того, ни другого. Но в итоге он получил бессмертие. С вас лайк и подписка. Напоминаю про шутки Моцарта в моем телеграм-канале. И если вам нравятся истории великих композиторов, обязательно посмотрите наш выпуск про Антонио Вивальди. С вами была Лена Сопова. Всем пока!